А вот делегация собралась. А как открывать этот люк? Кошачья любовь. Смотри, сколько нам дали. Очень вкусно, на самом деле. Будем штукатурить стены. Сегодня решил начать заниматься нашим орешником, ну, точнее, заготовкой дров на зиму, ну и заодно очистить орешник от молодых побегов, от старых деревьев, чтобы на следующий год у нас дал обильный урожай. Вот, дров у нас немного. То, что с лета заготовили, вот всего лишь вот столько. Несмотря на то, что мы топимся газом, как показала прошлая зима, всегда нужно иметь запасные варианты на случай, если придет какая-то страшная стихия и где-то оборвет газопровод. У нас должно быть обязательно альтернативный источник отопления. А чтобы его кормить, нужны, конечно, дрова. Поэтому начну вот с этого леса нашего первого, который находится у входа. Буду обрезать вот такие молодые побеги, которые наросли. Если есть старые стволы, буду избавляться от них. Они как раз пойдут на дрова. Вот. Ну, наверное, буду оставлять, как вот соседи нам говорили, 4-5. Вот в кусте должно быть 4-5 стволов работающих. То есть, если какие-то уже совсем старые, будем заменять их на новые. И так продолжим. Всего у нас 217 кустов, поэтому это займет какое-то время. Но надеюсь, до конца этого года управиться. А вот делегация собралась на помощь мне. Буду использовать такую аккумуляторную пилу. Вот, получается, один куст я обрезал, оставил вот такие 4 ствола, 3 из них молодые, одно, ну, такое относительно старое. Ну, я посмотрел, она без повреждений. В принципе, я думаю, еще будет давать урожай. Заняло это 10 минут, не так много. Кстати, еще вот в Нове покупал такой лючок под мою коллекторную разводку воды. И вот таким колхозным способом приходится его поднимать. Вот так вот я это делаю. Ну, чтобы, если надо доступ тут к воде или что-то переключить, краны какие-то. Почему колхозным способом? Потому что после установки я понял, что у меня нет в комплекте вот такого специального ключа, который сюда вставляется, да, и вот он открывается, этот лючок.
В магазине я спрашивал, сказали нету. На вопрос мой, как открывать этот люк, ничего не ответили. Толкового ничего не ответили. Поэтому большая просьба, если кто знает, где его найти в Грузии, где-то заказать, я нигде не смог найти. Поделитесь, пожалуйста. Я еще помню времена, когда VPN исключительно использовали корпорации или отдельные антиэнтузиасты. А сейчас VPN уже становится средством первой необходимости. А чтобы не переключаться между десятком сервисов в поиске рабочего, рекомендуем остановить свой поиск на амнезии VPN, у которого полностью открытый исходный код, а также есть приложение на абсолютно все устройства. В премиум подписке у вас будет 20 локаций для подключения по всему миру, полностью безлимитный трафик, а высокая скорость подключения позволит смотреть YouTube в высоком качестве и пользоваться всеми привычными сервисами без ограничений. Забирайте рабочий VPN по ссылке в описании или просто отсканировав QR-код на экране, а наш промокод LIVE10 даст вам дополнительную скидку 10%. И, кстати, еще можно оплатить зарубежной картой, российской картой или даже криптовалютой. Одна подписка поддерживает 7 одновременных подключений. А это значит, что ей можно поделиться с семьей или друзьями. А на все ваши вопросы ответит живая поддержка. Так что забирайте VPN и пользуйтесь интернетом без ограничений. Кошачья любовь. Этот барсик у нас вроде не папа, но этих котят облизывает лучше, чем мама. А мамы так вообще тут нету. Она где-то гуляет. Хотя операцию мы ей сделали. Ну, точнее, не мы, а оказалось у нас сосед. Ветеринар. Так вот, он к нам на дом приезжал. Сделал Люське операцию. Денег не взял. Мы пытались ему дать. Ну, хоть дали баночку меда ему. Благодарность. Вот он, барсик, нализывает котят. Вот эта черная лежит Багира, наша первая кошечка. Она приютила барсика, хотя это не был ее сын. Выкормила молоком, когда мы его подобрали совсем еще малышом. Это у них тут семейные узы, можно сказать. Так, а вот это вот я отобрал на дрова. Сейчас отнесу их. У меня там старые козлы остались. Я ставлю их стоя, ну, чтобы они проветривались. И как будет солнечные дни, чуть-чуть они подсохнут. И буду пилить уже и складывать в ровницу.
Вон, Тима, смотри. Ого! Смотри, сколько нам дали. Мешок. Полный мешок. Это вот наши соседи угостили. Полный мешок. Вот это облепиха красная, грузинская. Как там называется там? Я уже не помню. Лох какой-то там, да? Да, но мы до этого никогда не пробовали. Очень вкусная ягода на самом деле. Единственное, как бы, не знаю, может, с нее что-то можно приготовить. Как Вот. ее переработать? Да, лучше, как ее переработать, чтобы сохранить, потому что уникальная ягода, очень вкусная. Там что-то читали, там очень много витамина С. Очень вкусная, на самом деле. Может быть, если кто-то знающий, подскажите, пожалуйста, как ее переработать, потому что в интернете вообще нет информации про нее. Ну, в общем, подумаем. Да, подумаем, вы тоже посоветуете, если у кого-то есть проверенный рецепт. Столько вот ягод у нас получилось. Сейчас нужно будет ее хорошо промыть.
Сегодня хочу заняться откосом дверным, оконным, заделать вот эти вот щели. Щели я хочу пропенить немного и приклеить вот эти вот обрезки ЭППС, которые у нас остались после приклейки к стене. А потом уже как чуть пена схватится, все подсохнет, простреляю я лазерным уровнем и буду клеить уже армирующие уголки. И уже наносить теплоизоляционный раствор. Ну что, приступим? А вот и курочки гуляют, да? Да. Скажи пока-пока. Ведем Тиму в школу, да? Сказал пока курочкам? Да. Ой, Давай, пошли. иди пока-пока. Смешные. Так, а это уже на следующий день. Начала вот зачищать немного, чтобы была более ровная такая поверхность. Сейчас тут буду делать.
Так, откосы мы доделали. Теперь можно переходить к следующему этапу. Будем штукатурить стены. Будем использовать вот такую вот фасадную сетку из стекловолокна. И Тарас тут замешивает теплоизоляционный раствор. Вот, P40. Ну, им же я и делала откосы. А то скажи.